По данным исследования Кальмиусской группы, большинство украинцев поддерживают сохранение выплат пенсий, водо- и энергоснабжения и возможности свободного перемещения для граждан, проживающих на территории неподконтрольных районов Донбасса. Но важна оговорка – без сохранения экономических связей. Меньшая часть, это 35% жителей Украины, выступают за прекращение любых связей с Донецком и Луганском. Из опроса понятно, что большинство граждан Украины поддерживают укрепление гуманитарных связей. Еще больше украинцев, 60%, поддерживают возобновление пенсионных выплат для жителей неподконтрольных территорий, как меру, которая будет способствовать мирному урегулированию конфликта. Но почему до сих пор этот вопрос не решен? С одной стороны, считается, что это решение не популярно в обществе и ударит по имиджу властей, так как может показаться, что Украина якобы поддерживает самопровозглашенные власти ДНР. С другой стороны, бюджет государства ограничен, и таким образом удается реально экономить средства. Решение о выплате пенсий людям в Донецк и Луганск поддерживается немногими депутатами Рады, а в основном теми, кто имеет непосредственную связь с Донбассом и зависит от голосов здешних избирателей. В 2017 году гражданская акция по блокированию торговли с неподконтрольными территориями, так называемая блокада Донбасса, расколола на два больших лагеря как общество, так и украинское правительство. Официальная реакция властей последовала чуть позже. Совет национальной безопасности и обороны объявил экономическую блокаду неподконтрольных территорий. Инициаторы гражданской блокады заявляли, что их цель – освободить украинских заложников и пленных, но в итоге это привело к практически полной блокировке связей с неподконтрольными территориями. Еще до этого было прекращено прямое транспортное сообщение, а торговые прилавки Донецка и Луганска заняли товары из России. Сейчас украинские продукты попадают на неподконтрольные территории нелегально. Поставка туда украинских товаров стала одним из самых прибыльных незаконных бизнесов в зоне боевых действий. Полный разрыв всех официальных экономических связей привел к некоторым проблемам для жителей прифронтовой зоны. Например, с июня 2017 года Авдеевка и еще 7 поселков Ясиноватского района находятся без газа. Газопровод был перебит в результате обстрела. До этого топливо подавалось с неподконтрольной Украине территории. Для восстановления газоснабжения в Авдеевку был построен новый газопровод, но запустить его до сих пор так и не удалось. Сейчас на неподконтрольную часть Донбасса с территории большой Украины официально поставляют только воду. Но и то частично. Перекрыть поставки воды власти не могут. Это связано с Конвенцией ООН. И более того, канал Северский Донец проходит через подконтрольные территории. Отключить Донецк от воды – это все равно, что отключить Мариуполь и Волноваху. Водопровод подвергается постоянным обстрелам. Оказывать помощь на неподконтрольной территории имеют возможность только некоторые международные организации. От правительства Украины гуманитарка не поставляется. Но что можно сделать? Существуют различные механизмы. Можно подключить признанные международные организации, которые будут выступать посредниками при передаче помощи. Можно ввести институт наблюдателей от других государств. Все это можно решить на переговорах, в основном в Минске. Вернемся к блокаде. В общенациональном разрезе мнения людей поделились примерно поровну, по 40% за и против торговой блокады. На юге и востоке страны меньше тех, кто поддерживает блокаду, 27 и 33%. Соответственно. На севере и в центре страны 45%. Наиболее радикальные в этом вопросе оказались на западе Украины. 64% поддерживают блокаду Донбасса. Потери от блокады не следует рассматривать лишь с экономической точки зрения. Предприятия служили связью между Украиной и ее неподконтрольными территориями. Эти связи могли способствовать реинтеграции части Донбасса в Украину. Но не все в украинском обществе понимают, зачем необходимо сохранять контакты с неподконтрольной территорией. Однако, если говорить о реинтеграции, то уничтоженные связи нужно будет рано или поздно восстанавливать в случае возвращения этих территорий под контроль Украины, а значит восстанавливать экономику и повышать уровень жизни украинских граждан там, на неподконтрольной сейчас территории.
Поэтому доставка гуманитарных грузов на временно неподконтрольной Украине территории способствует сохранению социальных связей с мирным населением по ту сторону линии разграничения. И это подчеркивает, что временно неподконтрольные территории и люди, которые там остаются, свои для Украины. Это показывает заинтересованность государства в соблюдении прав человека на этих территориях и поспособствует восстановлению суверенитета Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Весь вопрос лишь в том, как обеспечить безопасность доставки гуманитарных грузов и пенсионных выплат людям за линией соприкосновения. Например, можно избавиться от политизации этого процесса и сконцентрироваться на помощи людям и их потребностях. А еще можно прислушаться к рекомендациям украинских правозащитников и юристов. У них уже есть реалистичные сценарии и идеи того, как по-настоящему помочь людям в Донецке и Луганске получить пенсию или гуманитарную помощь.